Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы, на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Ваша личная жизнь до конца года 2026. И может у нас создаться так вот, как стечение обстоятельств, ваше важное решение. А может быть и какой-то сюжет, который именно потребует однозначного решения. Будьте к этому готовы. И это происходит за счет того, что у нас осенью, мои дорогие, 6 планет будет в ретро-движении, представляете? Причем, с одной стороны, если мы говорим о личной жизни, у нас будет ретро-Венера. И для вас будет, наверное, особенно вопросы личной жизни. Ну, конечно, личная жизнь. Здесь могут быть вопросы, которые чувства, именно пары касаются. Но я бы так все не говорила, потому как две планеты, которые не имеют длительной ретроградности, это ваша планета-управитель Меркурий, мои дорогие, и Венера. Где-то в определенный период, а конкретный период этот будет соответствовать ретро-Венера с 3 октября по 14 ноября, а ретро-Меркурий у нас 24 октября, то есть чуть позже, но по 13 ноября. То есть создается как минимум в 3 недели вот такой вот коридор, когда и Венера, мы говорим благополучная или личная жизнь, вопросы финансов и одновременно вопросы чувств, а ретро-Меркурий – это у нас еще и какая-то классическая путаница. Вы знаете хорошо, что когда ретро-Меркурий – это есть задержки, безусловно, когда идет сбой информации, сбой буквально расписаний каких-то, поэтому тут может совпадать, как и ваше желание, ваши намерения, но с какими-то периодами, которые, мы не можем что-то убыстрить в силу объективных причин. И вот этот вот тандем еще и накладывается на такой более глобальный ретроград, когда самые важные игроки на астрологическом небосклоне, такие как Плутон, Сатурн, Нептун, а главное Уран, который в вашем знаке зодиака сейчас, приносят они именно эти транзиты в нашу жизнь, перемены, такие поворотные, судьбоносные, то, что мы говорим, события. Так вот, Уран, ретроградность продолжается с заходом на февраль на 2027 года. И поэтому, мои дорогие, тут какая-то тема до конца года у вас будет решаться, вот я к чему. Причем пик где-то может быть, как идеальный шторм, создается ситуация, когда вы хотите решить, но вот и обстоятельства складываются именно так, что и затягивать вы не хотите. И, может быть, есть определенные условия, когда вам придется к какому-то либо компромисс какой-то рассматривать. Это на всех влияет, на все знаки зодиака, но с учетом именно таких планетарных транзитов, это как будто вот именно сейчас вам нужно решить, и это не может быть затянуто на какое-то количество времени. Ладно, давайте с вами узнаем, с чем это связано. Что нам расскажут карты пасьянса. И пасьянс это у нас и расскажут, и покажут. Какие события вас ожидают до конца года. Как прелюдия перемен. С чем это будет связано? Итак, первый ряд у нас готов. Пойдем дальше. Вот смотрите, с чем это связано. Вы можете получить какое-то известие. Молния – это всегда именно известие. Или, мы говорим, молниеносное, да. Стало быть, вы можете, пока смотрите этот расклад, вот будет... Иногда это очень полезно, когда мы возвращаемся к раскладам спустя какое-то время, потому что мы уже видим, что там в нашей жизни происходило, правда? И вот смотрите, совпадают два значения. С одной стороны, молния, да, мы сейчас не видим, а это буквально врывается в нашу жизнь. А рядом у нас очаг. Очаг – это вопросы дома, место нашего пребывания. Поэтому тут у вас вообще что-то интересное. Ух, как интересно совпадает. Именно вибрирующая энергия между первым и вторым рядом. Молниеносное известие, дальше мы говорим вопросы дома, может быть и вопросы местонахождения или планируемого вашего перемещения. Почему дважды так говорю? Потому что у нас еще и выпадает дорога. Поэтому для кого-то из вас, как на кону, будет какой-то вопрос, либо связанный с переездом, либо иногда все-таки дорога будет говорить далекой поездки куда-то. Может быть, это вопросы работы, которые связаны с командировками, к примеру, так, да? Как надолго я уезжаю. Или пусть кто в паре, может, тоже вдруг вы начнете рассматривать, как вариант, может быть, а не переехать ли нам, да? Или еще какие-то могут сложиться обстоятельства,
которые, ну так тут и, в общем-то, планетарно, это, знаете, может быть ваше решение, как инсайт, когда вы прежде о чем-то даже не думали, да, или не рассматривали вот эту поездку или переезд, или больше было факторов, когда вы говорили нет, а здесь вот именно может сложиться такой сюжет, который вас буквально как сдвигает с места, хотя вы люди подвижные, но, может быть, что-то не хотели менять близнецы, а тут вот будет такой поворотный момент событий, когда вам и придется рассмотреть и дороги. Может быть, эти дороги у кого-то будут связаны, к примеру, с юридическими документами или с решением вопросов по жилью, или пусть это личная жизнь, все-таки очаг это у нас и сами по себе стены, то есть дом, но это еще и домочадцы. Спокойное течение жизни. Тем не менее, нам говорят о том, что даже если что-то врывается в вашу жизнь или какое-то известие, которое мы не можем игнорировать, но в конечном-то итоге для вас, я не вижу тут той синкопы, когда нам приходится словно все оставить на потом и как заняться решением определенной темы. Ну, я могу, по крайней мере, предполагать, что вы сумеете все красиво соединить. Потому что когда свеча, это уже идет такая мощная подсказка, что даже если мы вынуждены заниматься многозадачностью или какая-то у вас будет многоходовочка, то вы сумеете это все сложить в красивый сюжет. Причем тут у вас, скорее всего, не обойдется без единомышленников или конкретный человек. Все-таки когда узел – это прочная связь. У кого-то, опять же, посмотрите, как интересно. Прочная связь. Следующее у нас значение лебедь, а это верность. Любовь, отношения в паре. Поэтому именно прочная связь по любви, по тем событиям, когда мы понимаем, да, вот когда такое сочетание выпадает, что мы не просто так встретили в нашей жизни какого-то человека, не просто так какая-то ситуация у нас развилась. Тут будет тот сюжет, когда вы понимаете, чувствуете, может быть, даже такой момент, что вот я не могу что-то упустить. Именно теперь у меня, как появляется какая-то возможность. И, возможно, именно этот побудительный мотив вас заставит принимать какое-то решение, хотя может быть такой вибрирующий момент, когда вы хотите что-то осуществить, а противоположная сторона или есть третьи факторы, когда вам это мешают либо сделать, либо с вами не согласны. Пусть это и не для всех, но почему я так? Сейчас объясню. Смотрите, прочная связь. Вот когда узел выпадает, то есть, да, нам придется заниматься этой темой. Или нам придется контактировать с конкретным человеком. И поскольку у нас лебедь, эта история касается личной жизни. Я бы сказала даже дважды, потому что следующее значение кот, а это легкость на подъем. Это флирт, мои дорогие, это хорошее настроение. В целом, 3 вот эти сюжета складывают один какой-то очень красивый, добрый, который именно нравится вам. Но есть у нас вот такой момент предупреждения, маска. Это не нравится кому-то. Поэтому это как человек, персона, который не говорит, да, в открытую, не создает вроде конфронтации. Маска – это тот, кто наблюдает. Может быть, и вам придется где-то маску иметь за пазухой, всегда говорю, не лишнее будет, потому что не всем вы можете доверять людям. Есть, значит, некоторые персоны, а по маске у нас так и проходят. Это те, кто нам что-то приятное, к примеру, говорит, да, или вообще себя не проявляет. И нам кажется, такой нейтральный человек. Иногда за такой нейтральностью равнодушие или какой-то подвох. Вот здесь продолжают нам карты. И посмотрите, здесь у нас выпадает нож. Нож – это ссора. Предупрежден, вооружен. Но я не исключаю, что какая-то персона как раз себя проявит. И, может быть, вы будете в течение, возможно, это как-то связано с личной жизнью или с решением некоторых вопросов. Вот ваша позиция, будьте к этому готовы, мои дорогие близнецы. То, что вы хотите осуществить, кому-то может не нравиться. Вам кто-то может давать совершенно пустые советы или те советы, которые вас уведут совершенно в другом направлении. Вот явно есть ваше желание
И придется принимать важное решение, я вижу однозначно, вам самим, не поддаваясь на какие-то уговоры, чтобы потом себе самому сказать спасибо. Да, я еще вижу, у вас тут совпадают цепи, сердечная тяжесть, да, и где-то рядом у нас как раз и костер располагается, поэтому у кого-то банально вопросы по переезду или вопросы, связанные с поездкой, или даже пусть это связано с тем, что придется несколько свой график менять. И вы будете, с одной стороны, в чем-то сомневаться. Возможно, вы будете с кем-то договариваться, но я тут больше вижу, с учетом, опять же, маски, но есть какая-то персона, которая вставляет палки в колеса. Или пытается, по крайней мере, это сделать. А у вас, смотрите, еще что совпадает. Кому-то из вас, скорее всего, придется либо готовить документы, либо... Потому что, когда конверт все-таки с сургучной печатью, чаще это официальные бумаги. Может быть, официальные запросы. Я не исключаю юристы, адвокаты или просто чиновники, какие-то конторы, офисы, да, и опять же контакты с конкретными людьми, когда мы сами хотим получить согласование или какое-то заключение, или как документ, да, подписать. Может быть, это вопросы контракта по работе, брачного контракта. Тут все-таки мы на личную жизнь смотрим, да, но ведь я не исключаю, личная жизнь не всегда про любовь, это еще и ваша собственная личность и, стало быть, ваши собственные желания. Что-то сложить в красивый сюжет, хотя прелюдия, если мы сказали, перемен, ваше желание, оно как подкрепляется, понимаете, потому что вам, как от высших сил, будут даны силы. Может быть, поставить в чем-то или расставить по местам, или в чем-то и точки над «и». Но и себе самим не отказать, я вижу так. Несмотря на то, что, ну, может быть, даже кто-то не согласен или имеет свою точку зрения. Я ведь не исключаю, у кого-то из вас, может быть, и был как какой-то, знаете, мы вынуждены ли были в прежний момент, в прежний период от чего-то отказываться. Или сказать себе самим «нет», потому что, ну, не было согласия достигнуто в силу разных причин. А потом мы понимаем, нет, вот мы именно в чем-то ошиблись. Вот я такое не исключаю. И нам тогда возможность дают высшие силы что-то переиграть. Вот, кстати, когда ретро, это всегда пересмотреть, переписать, переделать, пересогласовать, да, и тут могут совпадать многие вопросы, как и с документами, но я больше вижу, это будет касаться, ну, еще и каких-то материальных благ, или материальное благо, да, если выпадает костер, мы говорим, это дом, а имущество движимое и недвижимое, это тоже где-то к решению материальных вопросов можно отнести. Вполне вероятно, что-то как какой-то поворотный момент все-таки тут, да, с этим известием. Вот давайте я достану одну карту именно по части известия, с которого может начинаться как-то лихо закрученный сюжет, хочется сказать. Что, с чем связана именно вот эта молния? Что вот, как внезапное известие может быть для вас? Вы узнаете какую-то новость, которую вам придется изучать. Причем эта новость у кого-то будет связана действительно либо с деньгами, либо с юридическими вопросами. Давайте еще спрошу. И еще с чем это связано? А тут однозначное какое-то решение вам придется. И все-таки личная жизнь. Вы будете как на выборе. Значит, будьте готовы к тому, что вот эта молния, получаете вы однозначно решение, либо, может быть, это и есть получение какого-то документа, а для кого-то это будет просто известие в средствах массовой информации. Мы все разные. И вы понимаете, что вот именно теперь пора. Если отложу на потом, то потеряю время. Поэтому вы начнете, мои дорогие близнецы, действовать в каком-то определенном направлении. И я не могу сказать, что это будет просто. Ключи в ваших руках, карты подсказывают. Но очень сложно решиться. Внутри этой клетки роза, а роза – это любовь. Но вот эта дверца, вот этот ключик, который вам придется вставить в замочную скважину этой дверцы, но именно вы, мои дорогие, будете решать, в какую сторону повернуть этот ключ. Открыть или закрыть эту дверцу. Какая-то тема запутанная. Книга – это всегда тайна. И причем та тайна. Здесь у нас Чару Маркетти изобразил еще и циферблат. Тут какая-то, знаете, тема, которая может касаться дома, недвижимости,
может быть и домочадцев, опять же, которая не нова, эта тема, нет. Она была именно затянутая или имела развитие свое продолжительное время. И до конца 2026 года вы захотите в чем-то поставить точку, но я также не исключаю, что если мы говорим домочадцы, далекие родственники или близкие родственники, есть тут что-то, что может именно исходить от других людей, прилетает нам, да, вот как эта молния, а тогда и мы вынуждены действовать. Возможно, это вы не планировали. Вам придется переключиться на ряд вопросов, которые от вас потребуют как и перемещения, так и важных решений. И я не исключаю, что даже если это связано с родственниками, но как-то это цепляет и вашу личную жизнь. Ладно, давайте мы теперь конкретно зададим те вопросы, которые я намеревалась задать в нашем видео. И первый вопрос: кто или что появится неожиданно? И пусть для кого-то из вас это будет конкретный человек, а для кого-то из вас ситуация или конкретное событие. Итак, кто или что появится неожиданно? Ну и что же прояснится? Так и хочется спросить, потому что интересное первое значение. Что спешит в вашу жизнь? Что стоит именно на пороге, да? Может быть, и ждет, когда вы с каким-то прежним событием разберетесь, словно очистите пространство, да, или когда место уже будет не занято. И мы 3 позиции рассмотрим на конкретные жизненные ситуации. Первая для тех, кто в паре, у тех, у кого все относительно понятно, ровно, спокойно. Вторая для тех, кто карта один или одна, будет ли новое знакомство. И третья позиция, самая сложная, для тех как раз, кто в сложных отношениях. Ну так что же там или кто же там появится неожиданно? Сюжет, возможность, человек конкретный. Смотрите, у нас букет. Букет – это общение. У вас, правда, появится какая-то возможность, но в данном случае это про любовь. Причем та или тема, которая касается любви, а я бы сказала, все-таки соответствует даме пик. Здесь может исходить какое-то известие, которое связано с конкретным человеком, вашим любимым человеком. У вашего любимого человека может тоже что-то меняться, если таково имеется. У кого нет, например, да, может быть, кто один или одна. Это может, я не исключаю, 9 все-таки это у нас перемены, да, по нумерологии, вибрирующее число. У кого-то может состояться даже новое знакомство. Кстати, планетарно это тоже не исключено, если мы говорим об астрологии. Но и я не исключаю и такой момент, когда все было размерено, как-то чинно, благородно. Но именно то, что касается человека, который вам близок, или, может быть, и кровное родство, да, ну, значит, в его судьбе будут какие-то перемены, или пусть это у него создается просто одна какая-то короткая ситуация, и для вас это может означать ваше участие в жизни конкретной персоны. Хотя для тех, кто один или одна, с учетом дамы пик, это может быть такое неожиданное знакомство, когда вы даже, ну, ничего подобного, как бы не замышляли, да, не собирались знакомиться. Для кого-то из вас, особенно мои дорогие девочки, это может проиграться как какое-то неожиданное предложение даже. Праздник. Вообще добрые энергии, близнецы, карта праздника. Конечно, иногда мы говорим по тройке кубков, это любовный треугольник. Но тогда это будет выбор с вашей стороны, с вашей позиции. Колесо фортуны вам явно будет. Больше я вижу так, что вы определяетесь именно в тех темах, которые касаются любви и чувств. Но для тех, кто один или одна, я вижу, оказавшись вы, к примеру, не отказывайтесь какие-то посещать мероприятия, потому что там вы можете познакомиться. Или когда вы находитесь в какой-то новой общности людей, такое тоже по тройке кубков может быть судьба вам, сама судьба с колесом фортуны, это как фортануло, мы говорим, да, ну, то есть именно повезло, фортуна всегда на вашей стороне. И тогда карта говорит, ведь это карта скорости еще, вот, кстати, и молния мы тоже про скорость. Здесь может быть какой-то сюжет жизненный именно складывается так, соединяя
ваши пути дорожки, как и другого человека, или соединяя ваши желания и обстоятельства, которые происходят вокруг вас, и в конечном итоге вы видите, что вот именно сейчас вам нужно решить какую-то тему или воспользоваться нужным моментом, потому как если мы что-то отложим на потом поезд ушел. Что это такое? Будьте готовы по рыцарю жезлов. Две карты неожиданностей. А здесь, да, неожиданная возможность, но та, которая к нам приходит, к примеру, через людей, которые спонтанные, кстати, решения принимают. Иногда по рыцарю жезлов это решение на импульсе, но точно так же нам будет карта говорить еще и о том, что могут складываться такие ситуации, которые от вас потребуют быстрого перемещения или перемещения в конкретную, допустим, ну, может быть, организацию, опять же, да, или в какой-то офис, когда вам потребуется именно согласование. Это может быть связано даже с тем, что кто-то из вас услышит новость, и вы понимаете, вот именно в моменте, здесь и сейчас, мне нужно решать этот вопрос. Здесь и ситуация, если мы говорим в обстоятельствах вокруг вас, ваше желание и возможность, которая приходит со стороны конкретного человека или со стороны, ну вот так сложилось, да, вот мы говорим, вот где-то такие энергии могут быть, что да, вот у меня именно так сложилось прямо сейчас. Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется что-то продолжить, причем с учетом вот этих двух карт, вы можете отправиться туда, где вы, может быть, и были когда-то, но долго не были. Или вообще это будет какая-то новая обстановка, или какой-то новый сюжет, опять же, новая возможность. Да, тут что-то было затянуто на долгий срок, как будто вы ожидали. Здесь, может быть, я не исключаю ускорение в решениях, кстати. Раньше вы не могли осуществить семерку пентаклей, ведь часто мы говорим, да, пришла наша женщина собрать, ну, героиня этой карты, собрать вот эти пентакли, посмотрела, нет, не созрели, за этим садом нужно еще поухаживать. Так вот, то, почему еще прежде, ну, как будто требовался уход. Или какой-то вопрос, но он был не на пике, он еще словно не созрел. Вот сейчас будет самое время. Значит, до конца года вам определенно жизнь дает этот сюжет, чтобы вы, ну, наверное, раз и навсегда что-то решили, факт. И это будет для кого-то из вас вот эта возможность. Вообще две замечательные карты, хочется сказать. Не только праздник, не только фортуна, мои дорогие, любовь. У кого-то могут соединяться, вот, наверное, ретро-Венера может соединить не только чувства, но и вопросы материального благополучия для вас, надежных людей. Чиро Маркетти изобразил именно туз кубков таким образом. У нас рыбы, посмотрите, фигурируют. А рыбы – это богатый улов, поэтому вопросы денег, да, у кого-то продвижение, у кого-то это может быть связано с вашей работой, видом деятельности, занятости, иногда работа на дому или вторичный доход, вот это тоже такой проиграется момент, или, ну, взаимодействие может быть и с другим человеком, но это тогда, ну, те взаимоотношения, которые и доверительные, которые на долгий срок, потому что здесь у нас лучезарная дельта, глаз, то есть как будто на тот срок, который мы можем предвидеть и понимать, что это не в один момент, это надежность. Это не просто какая-то спонтанность, которая сегодня есть, а завтра иди ее ищи. Нет, здесь именно надежность на какой-то продолжительный период времени. И здесь это и одновременно чувство, и, как я уже сказала, рыбы. С путешествиями может быть связано и с деньгами. Очень интересно. А что же прояснится? Но есть ради чего стараться. Шикарно. Карта Солнца. Карта Солнца – это выбор правильного направления. Поэтому явно есть те темы, которыми вам придется... Вот, наверное, все то, что я говорила. Где-то вы везунчиками можете быть, потому что фортуна на вашей стороне. Причем мы смотрим до конца года. И, правда, будут прояснены вопросы, потому что карта ясности Солнца. Но точно так же карта вам подсказывает, что вам, возможно, что-то придется прояснять. Как и в инстанциях, так и прояснять для самих себя, на что вы готовы решиться, в каких рамках, в каких возможностях. Вот здесь четко все расставить по местам. И эта траектория будет для вас означать 6-8 месяцев. 6-8 месяцев вам как солнце освещает путь, чтобы вы разобрались в
в каких-то запутанных сюжетах. А что же стоит уже как у причала каждого нового дня? Что спешит в вашу жизнь? А вот в жизнь будет спешить, да, вот, знаете, это карта путаницы, это карта птицы, сбивчивой информации и карта того, что мы слышим много чего разного, но это не значит, что всему можно доверять. Что спешит в вашу жизнь? Сплетни, мои дорогие. Поэтому тут, правда, какая-то путаница, в которой вам придется разбираться. Будьте к этому готовы. То, что мы услышали сейчас, это еще не означает то, что мы можем доверять. И по части коммуникации как раз. Здесь могут проходить и персоны, которые специально тень на плетень наводят, да? Ну, давайте скажем так. И даже если вы что-то услышали, вам быть в таких энергиях, когда доверяю, но проверяю. Поэтому проверять явно придется. Так что же это такое? Что за сюжет, который стоит буквально на пороге вашей жизни? Вот я говорила, да, все то, что по пасьянсам. У вас маска выпадает. И вот здесь карта птицы. Сбивчивая информация. Ненадежные люди. То есть надежные. Может быть, это вам придется фильтровать окружение. Где-то очень похоже. Потому что ясность не только, допустим, вопросы юридические, но ясность и по персонам конкретно. Вам придется рассматривать, может быть, многих людей. Это, знаете, как и вблизи, и вдали. Меняя микроскоп на бинокль, да, дай-ка вот обдумаю. Что ты есть за человек, если я с тобой окажусь в какой-то, такой совместной ситуации? Дай-ка я рассмотрю тебя на расстоянии. Можно ли тебе доверять на далекий промежуток времени? Вот, видимо, вот такие моменты, и это будет для вас необходимо сделать, потому что по десятке кубков по максимуму. Карта счастья, карта радости, но где-то нам и говорят, что, скорее всего, само счастье, любовь, мои дорогие, спешит в вашу жизнь. Но это приходит еще и с какими-то такими сложными энергиями или когда о вашей жизни знают много людей. Не делитесь информацией. Чем меньше о вас знают, тем вы спокойнее спите. Или когда именно вам придется принимать решения, словно не собирая общую информацию, кто что думает. Здесь есть такой момент, как, я так, по крайней мере, вижу, что здесь со стороны третьих лиц, каких-то третьих факторов, если мы включимся только, да, вот как вот в этот аркан птицы, мы как рискуем потерять путь истинный или поддаться на какие-то уговоры, то, что по сути дела, ведь это где-то карта, которая свидетельствует о том, что могут быть фейки и искажения. Так вот, чтобы не поддаться на это искажение, значит, вам все время придется прояснять, что же важно лично для вас. Давайте поподробнее, но карта счастья, карта благополучия, по сути, изобилие, процветание спешит вот такая энергия вашей жизни. Но это не то, что нам на блюде принесли и говорят, бери. Нет, это приходит, может быть так, в узком фарватере, как какая-то возможность, которая потребует вашей аналитики, а тут вы сильны, безусловно, ваша планета-управитель Меркурий, но, может быть, еще и дополнительных сведений. Итак, для тех, кто в паре, у кого все относительно спокойно, давайте узнаем, какие энергии идут в вашу пару. Шикарно. Я даже дополнительных карт не достаю. Древо сферот, баланс прям полный. Дерево – это всегда корни, поэтому прочное, надежное отношение. Не без плодов, да, то есть дерево еще и показывает символ нашего здоровья, кстати, символ нашего уюта, надежности в нашем окружении, в надежных людях. У кого-то семья, создание семьи, у кого-то место жительства, да, и, безусловно, новые возможности. Поэтому я не достаю голову карты, потому что говорят, лучше враг хорошего. Все, что могло бы быть, да, по этой карте, говорит как раз, что даже если есть у вас, мои дорогие, нерешенные темы, то вы именно совместно разберетесь. И даже если, вот, кстати, птицы, да, здесь тоже птицы на дереве присутствуют. И мы говорили, а рядом десятка кубков. Даже для тех, кто в паре, есть какие-то детали, есть вопросы. Но не бывает такого в нашей жизни, что ты расслабился. Всегда жизнь приносит либо
Даже в тех парах, которые, может быть, годами, десятилетиями жили, то вопросы, связанные с детьми, то вопросы, которые связаны с юриспруденцией, либо когда мы приносим домой какие-то наши заботы по работе даже, да, и вместе с любимым человеком обсуждаем. Вот здесь шикарный тандем, который будет продолжен. Ладно, для тех, кто один или одна, давайте узнаем, состоится ли новое знакомство. Здесь может состояться конкретное новое знакомство, Аркан Башня. Причем, когда вы, к примеру, отправляетесь оформлять какой-то документ. Знакомство может состояться, когда вы именно или в дороге находитесь. Я не исключаю, что для кого-то из вас эта дорога как сам по себе путь, ну, переезд может быть. Или пусть это не переезд, надолго, далеко, а у кого-то, допустим, это на отдых, в отпуск, или какой-то спонтанный маршрут. Вот по части спонтанных маршрутов с учетом всех транзитов, здесь ведь вам могут тоже предложить, ну, может быть, это как командировка, да, съездить нужно туда-то и туда-то, оказаться в каком-то месте. Может быть, вам придется даже кого-то контролировать, потому что вы можете быть как направлены с какой-то миссией. Вот я этого тоже не исключаю. Смотрите, и там может состояться знакомство. Причем человек может прийти новый в вашу жизнь, и это может быть человек достаточно респектабельный, я этого тоже не исключаю. При каких-то совершенно иных обстоятельствах у вас может состояться знакомство, когда кого-то из вас человек именно может заинтересовать своими возможностями. Тем не менее, мы смотрим на личную жизнь. Вот давайте я дополнительные карты. А что это такое? Состоится ли знакомство? Кстати, карта будет говорить. Если такое знакомство состоится, скорее всего, это будет продолжаться долго. Нам не говорят, да, тут может состояться. Я не исключаю, кстати. Мы говорили о возвращении бывших. Ну, может быть, и вы кого-то возвращаете. Я ведь тоже не исключаю. Мы все разные, перекладывайте на себя. Королева кубков – это те, которых мы знали часто. Да? Это проходят родные или люди, любящие нас. Поэтому кто знает, как и любящий человек возвращается. Но тут мы все разные. Но, может быть, возвращается какая-то история, которая связана, кстати, тоже с далеким прошлым и нерешенными вопросами по части каких-то юридических согласований. Мы, опять же, все разные. Здесь может свидетельствовать, смотрите, опять же, как шестерка пик будет говорить о дороге. Не уйдете вы от дорог, мои дорогие близнецы. Нам о дорогах уже, как и карта колеса фортуны, это всегда какое-то перемещение и скорость. И здесь мы тоже с вами говорили дорога. Вот уже в нескольких позициях пути дорожки какие-то у вас тут будут. Может быть, их и много будет, а может быть, и одна какая-то, но очень для вас судьбоносная. Потому что вам нужно как будто решиться на этот шаг. Вот, кстати, или мы говорили, банально, в командировку поехал, ничего подобного не думал, никакую любовь. А здесь уже может состояться какая-то очень судьбоносная встреча. Ну, понятно, не для всех. Но это может быть и та встреча, когда вы встречаетесь, опять же, с тем человеком, которого вы знали, может быть, были на расстоянии. И, может быть, были какие-то сюжеты, когда вы даже сами для себя определили, что нет, наша история закончена. Я расставил или расставила все точки. Ну, вы-то, может быть, и расставили, человек не расставил. Хотя я не исключаю, вот такие планетарные транзиты могут и в нас самих как возобновить желание или продолжить тот или иной сюжет, или вдруг вы видите целесообразность, опять же, целесообразность, потому что по аркану башня мы видим элемент надежности в каком-то человеке. Точно, тут есть конкретный человек, который может стать, давайте подытожим, вам надежным спутником. По аркану императрицы, мои дорогие мужчины, важная женщина может быть в вашей жизни. Я точно так же не исключаю, опять же, какая-то история из прошлого, которая тянется очень долго. И, может быть, есть нерешенные темы. Явно придется решать, но здесь еще и статус. Не случайно башня. Видите, это у нас всегда какие-то согласования. Возможно, вы будете кому-то помогать, или вам будет кто-то помогать. Тоже я не исключаю. И из разряда тех людей, которых вы знали когда-то.
или вам потребуется, как, знаете, перевести отношения на новый уровень. Вот интересно, смотрим мы с вами именно на новое знакомство. И, как я уже говорила, не исключаю его, потому что это может быть как статусный человек и где-то подтверждает карта, как и случайно мы с такими знакомимся. Ну, к примеру, человек занимает должность, вы пришли решить свой вопрос по документам, а это еще и состоялось личное знакомство. Ну, бывает же так, правда? А для кого-то вопросы, которые будут связаны с документами, но с тем человеком, когда история какая-то ваша и конкретной персоны начиналась, но так ничем и не завершилась. И я допускаю, что планетарные транзиты для вас складывают тот сюжет, когда вам, скорее всего, придется тоже, как и однозначное решение, но вы будете чувствовать. Да, от меня требуется как новый шаг, да, как шаг в неизвестность, потому что по этой карте всегда мужество. Может быть, и поехать куда-то, да, чтобы увидеть своими глазами и как беседу какую-то с кем-то провести, или разузнать, как работают законы в определенной местности. Но тогда больше порядка, больше понимания, потому что по аркану императрица это то, что важно вам. Это то, что вам во благо, мои дорогие. Посмотрите, какие карты Солнца, императрица и десятка кубков. Ну, давайте узнаем, для тех, кто в сложных отношениях. Гора – это препятствие. Это гора, когда мы даже не знаем, да, стоит ли туда вообще идти. Может быть, у вас нерешенные вопросы, которые вы раздумываете, а надо ли мне вообще это продолжать. Для кого-то из вас могут быть те отношения, которые, ну, тоже встали на паузу очень давно, может быть. А тем не менее, некоторые темы не решены. Давайте, как сложится, да, для тех, кто в сложных отношениях, какова энергия. Сразу карта говорит примирение, карта мир. Если это не примирение, а, допустим, мы все разные, да, а была такая ссора, когда уже нечего мирить, да, уже окончательно утрачено взаимопонимание, но не решены какие-то вопросы, опять же нам карта говорит. Раз следует 21-й старший аркан, и по этому аркану мы как раз до ума что-то и можем довести, причем так, в том ключе, как нужно вам. Нет ничего невозможного, карта говорит. Хочешь деньги получить, пожалуйста, хочешь власти, пожалуйста, хочешь как лавровый венок, пожалуйста. Поэтому то, что было препятствием, здесь сейчас как нивелируется. Есть возможность либо обойти это препятствие, и у кого-то старший аркан будет говорить, раньше не было возможности что-то оформить документально, а теперь будет. Потому что раз мир, взаимопонимание, какой-то компромисс, мои дорогие, почетный компромисс я тут вижу по этим картам, но тогда договариваться придется. Какие энергии тут еще в вашу жизнь? Здесь может быть желание действительно со стороны другого человека. Но я точно так же скажу, здесь и вы, и какой-то другой человек. Словно вы оба находитесь в других энергиях. И то, что вчера было препятствие, сегодня вообще его нет. По аркану мир – это открытое пространство, мои дорогие. Это вообще новые возможности. Но те возможности, которые приходят вместо старых, прежних. Какие энергии идут в вашу жизнь? Опять же, для тех, кто в запутанной ситуации. Однозначное решение какое-то вы будете принимать. Но это может быть по тузу жезлов, это всегда шанс. Шанс примириться или шанс этот почетный компромисс, ну, как и для себя рассмотреть, ну, и для оппонента, скажем так, да, когда это устраивает, опять же, какого-то человека. И тогда нам говорят, туз жезлов делит нашу жизнь на период до и после. А что ждет впереди? Что дальше? А дальше вам как будто придется словно сворачивать. За одним решением последует еще какое-то одно, которое будет связано, ну, может быть, как проверка на прочность. Потому что есть элемент по пажу мечей. Первое, когда нам придется несколько видоизменить собственную жизнь, образ мыслей. Когда подразумевается определенная работа над собой, мы видим в чем-то целесообразность, мы не хотим это упустить. Да? И у вас тут опять же аркан колеса фортуны. Ну и мы понимаем, нам с этим провзаимодействовать будет не так просто,
потому что мы в чем-то прежде не участвовали. Или мы не имели такого образа жизни. Или мы так, в принципе, прежде себя не настраивали. Вот будьте готовы к тому, что действительно туз жезлов – это возможность. Но тут придется вам себя перестроить. Что еще? Карта снова подтверждает. Нулевой аркан. Кстати, хаос перед началом творения. Поэтому для вас, для тех, кто в сложных отношениях, вот судьба вам даст шанс примириться. Вам создастся какая-то возможность. Но вы сами будете, да, определяться, нужно вам этот шанс принимать или нет. Кто-то ведь может отказаться, как будто я сворачиваю. Для кого-то из вас может завершиться какой-то сюжет. Ну, может быть, завершится, вы окончательно будете даже довольны, потому что вы получите, ну, как документ, да, если мы говорим в тех парах, когда вместе не проживают, когда окончательно, опять же, утрачено взаимопонимание, но де юре отношения еще сохраняются. Здесь есть возможность и де юре получить вот это словно освобождение. Но все равно хаос перед началом творения. Адаптацию вам придется какую-то проходить, новую. Или, если это даже вопрос касается компромисса, мои дорогие, но помним, что раз мы согласились на этот компромисс, а дальше следует самое интересное, пока это мы себя перестроим. Тут действительно будет еще какая-то история, которая будет касаться либо вашей меры ответственности, будьте к этому готовы. И по рыцарю мечей здесь может быть такой фактор, который вас буквально подталкивает с кем-то договариваться, потому что вы видите в этом целесообразность. И тут так, пусть это с позиции чувств. Вы бы не хотели, у кого-то будет совпадать так, но на какой-то процент вас будет это устраивать. Хотя процент, да, мы говорим. Поэтому, может быть, если это связан вопрос с мерой ответственности, вы будете буквально по законам искать, ну вот именно по закону, как я могу совершить какой-то маневр, который устроит меня и устроит какого-то человека. У кого-то может быть совместный вопрос, который решается по части денег, 8 пентаклей. Но вот я уже много раз повторила, но есть какой-то ваш интерес, мои дорогие. И если все карты нам говорят, хоть и придется тебе, ну, себя как настроить на новый лад, или компромисс того требует, что тебе придется быть в несколько иных энергиях, но есть продолжение, которое, или продолжение даже в тех историях, к примеру, если мы на личную жизнь расстались, да, союза как такового он не поддерживается, его нет, но остались дети, остались нерешенные вопросы. Опять же, 8 пентаклей. Значит, это нужно продолжать в каком-то совершенно новом ключе. Давайте мы достанем карту совет. Что нам карты посоветуют для близнецов? Вот смотрите, король пентаклей. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Да, и тогда нам говорят о том, что от человека могут поступать какие-то вопросы, или он может значить в вашей жизни, с кем придется прояснять, да, некоторые истории. Но карта говорит, и тебе вот придется, близнецы, находиться в тех же энергиях, и это не совсем энергия новизны. Я бы сказала наоборот, потому что король пентаклей – это у нас великий консерватор, а мы спрашиваем с вами совет. В некоторых вопросах вам нужно быть буквально более консервативными. Из этого складывается надежность. Из этого складывается какой-то сюжет, и, видимо, для вас до конца 2026 года все то, что означает надежные люди, я уже говорила, или пусть это надежные сюжеты даже по части работы, и это касается вашей личности. Вот смотрите, в вашей жизни может быть тот человек, или как будто есть иногда, для кого-то это будет символизировать часто по пентаклевым картам, как и по кубковым, нам говорят о наших близких, о наших родных, о любимом человеке, супругах, да? Есть вот то участие и новые горизонты по тройке жезлов, карты будущего. Вот для тебя вот именно надежные люди, близнецы, будут важны на долгий период времени. Тогда ты сможешь осуществить многие свои мечты. Вот такая подсказка. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы.
А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние и добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.